Не снимай, не выкладывай. Мы вышли погулять с собакой, я заглянул, как тут что высохло. Ну, кстати, высохло, слушай. Но вот тут что-то непонятное. Не отстирывающееся. Тут вроде отстиралось. Ту сидушку надо будет еще пошмургать. Но тут неплохо. Жопой. 5 сентября, девчонки, мальчишки. Виталий меня запустил к себе домой. Я вот этой штукенцией отмыл уже одну дверь. Смываю мыло. Она вбивает очень много мыла. Вон, видишь, я уже 3-й раз протираю. И все время есть мыло. Надо прям помыть. Вот мы вчера диван помыли. Но этот диван был настолько зачухан, что его просто так не отмыть. Есть небольшие пятна, но он полностью высох и сухой. И выглядит гораздо лучше, чем был. Но есть какие-то пятна, да? Попробую сегодня их добить. День тот же. Появилось у меня ощущение, что мой глушак вылез из нашей новой подушки. Просто. И сейчас опять елозит там по подрамнику. Ну, здорово. Давно не виделись, как говорится. Твою мать. Западлище, блин. Нет, сидит. А что за свисты тогда? Вот пылесос Виталий. Я, собственно, ехал сюда и думал, сейчас салон намою, начищу. Ага. Сначала я полез в глушак, что-то свистит при заводке. Вытащил всю эту вот дресню, короче, с глушителя. Затем до ремня добрался. Вот такой вот ролик интересный, короче. С пластиковыми направляющими. Сейчас я его немножко помою, забью в него смазки. И надо будет его заказывать, потому что он звуки издает интересные. Ну ты видел, да, сколько в нем было смазки? Сколько теперь? Я думаю, с этой смазкой он еще будет ходить и ходить, блин. Хреново без верстака, вот что хочу сказать. Все вот на корячках, вот на таких вот. А коленки уже не те. Оба. Это наружная часть получается. Вот это внутренняя. Пошли ставить. Запчасти от ролика. Спротру их немножко. Кто-то уже лазил, потому что здесь не должно быть гаек на 13. Это япошка. Их тут просто нет, не бывает. Я забыл купить очиститель тормозов. Ну, такая жижа, которая чистит очень классно. Все. Вот так вот он стоит, короче. Затем вот так. И вот так. Все, полезли ставить. Как тебе показать, как он звучит? Короче, он перестал перекаты вот эти издавать. Все, я полез, короче. Не знаю, как тебе это снимать. Вот с этого пыльника засыпает грязи. Так, посмотрим. Тут у меня все с собой. Болтик на месте. Площадку тоже надо протереть. Там все в масле. Какое красивое крыло, да? Зато лонжероны целые. Это мне больше нравится, чем гнилые лонжероны и целые крылья. Так, поехали. Это наружу, это нутро. Шайбочка поехала. Есть. Самое интересное. Можно, конечно, снизу. А я попробую отсюда. Отсюда, как некоторые говорят. Ну, сразу сейчас на генератор наброшу. Остальное снизу сделаю. Батин наборчик юзаю. Все хорошо. Вот эти вот, знаешь, надо ногти ниндзя иметь, чтобы переключать. Фи. Так, я пересобрал ролик. Собрал, в общем-то, все. Сейчас буду драить вот эту хрень. Вот эту хрень. Начну с пены, короче. Капец. Прыснул не туда. Чутка. Вот, потом попробую
уже мылом, короче. Сейчас пена чуть-чуть отработает. Пришел прогноз. Сказали, на следующей неделе похолодает. Так что надо с чисткой салона закругляться уже. Уже, по-моему, белее стало. Как люди так ухайдакивают салон? Не понимаю. Я 6 лет на Кубе ездил и отдал его в блестящем состоянии практически. Это на первом на своем Кубе, у которого был светлый салон. Светлее, чем этот. Вообще не понимаю. Как так всадить салон до такого состояния? Весь день я сегодня тут ковыряюсь. Последнее сиденье осталось. Как покупаю машину? Вот Toyota была первая машина, в которой я ни хрена не делал. А нет, какие-то колодки поменял. Во. Все. Передние колодки поменял. Да. Неужели им нравилось в таком свинарнике ездить, а? Не могу понять. Почему нельзя было машину загнать на химчистку? А надо было ездить в таком учуханном салоне. Отлично. Это все, что высосалось из сидений. В кубик сидишь как человек. Раз подлокотник, два подлокотник. Подстаканник тебе тут. Это еще и сидушку до конца сюда двинул. А так тут место. Во сколько. Ой, короче. Наверное, я пока все запчасти не придут, больше к нему не притронусь, потому что у меня ресурсы кончаются. Этот еще раз с пылесосом прошел. А то я его здесь стирал, он у меня 3 дня тут сох. Еще раз намылил и отпылесосил. Красота. Пылесос вещь. Ну, все чистенько. Класс. Сейчас собаку кину и попрем. Не снимай, блядь! Не выкладывай! Ну чё, мы опять стоим. Я заглох. Лампочка так и не загорелась. Лишь показывает, как будто есть еще бензин. Видимо, поплавок перегнул. И, скорее всего, не догнул. Надо опять вскрывать. Я не знаю. Или вскрывать, его распрямить чуть-чуть, что ли. Я ждал, что у меня лампочка загорится. И я пойму, что я сделал все правильно. Лампочка так и не загорелась. Она вот ползла вниз. И вот здесь я сдох, короче. Опять надо разбирать, короче. Это никогда не кончится, судя по всему. Батю жду, короче, сижу. Что поделать? Папсик уже злится, но я как бы это... Мне неудобно, жутко вообще дергать его. Но дергать мне больше некого. У нас есть беседа кубическая, где когда-то все кубисты сидели. Сейчас только, по-моему, у меня куб остался. Но я один раз ездил с канистрой, выручал чувачка.
3 дня назад, когда я обсох, я скинул в беседу, что я заглох и обсох, мне нужен бензин. Они, даже никто из них не ответил, просто вообще. Прочитали и никто не ответил. Вот такие, короче, кореша. Мы спасены. Мчимся к Видальке пылесос отдавать. 6 сентября, девчонки и мальчишки. Сегодня день регистрации Куба. Сейчас поеду в рэп. Пока решил заехать на базу. Там у меня где-то валялась табличка. Знак инвалида. То есть, чтобы парковаться на инвалидных местах. Там возле рэпа вообще хрен запаркуешься. Но так как у меня есть табличка и удостоверение, поэтому мне можно. Так. Вот она. Группа дует, блин. Это вот группа Let's Do It. Потом переродилась там тепло. У меня всегда была какая-то мания наделать какие-то таблички, номера. Это вот у меня на старом Кубе висела табличка вместо номера квадратного. Все какие-то старался придать огласки к этой группе, чтобы люди звонили, заказывали, визитки делал. У меня есть немножко времени. Сегодня день регистрации нашего кубинского друга. Сейчас зарегистрируем. Ура, 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 ура. Жизнь-то налаживается. Куб встал на учет, а мы сейчас едем в сад с поплавком разбираться, чтобы вот так не обсыхать на полдороги. Я взял из гаража поплавок, насос. Его ставить не буду, потому что была длинная история. Мы с папиком сломали штуцер на насосе. И мой кореш Виталя, ну не тот, который по музыке, а который вот по кубам, дал мне этот насос. Я его поставил.
Но там есть какой-то дефект, короче. Куб очень долго заводится с этим насосом. Прям крутит, крутит. Но посмотреть, как там что стоит, я могу. И взять оттуда поплавок тоже могу. Так что сейчас будем разбираться. Опять буду вонять бензином 2 дня. Мы приперлись в сад. Сейчас буду снимать диван. Ставить вот эту хрень. Вот эту сниму. Она снимается. И поставлю к себе. Так, собаку надо сначала прицепить куда-нибудь. Абсолютно глухая собака. Абсолютно. Представляешь? Я боюсь, что это я виноват в том, что она глухая. На базу ее таскал постоянно. Вот, а у меня все то же самое. Так, надо же бложек запилить. В общем, я взял со старого насоса вот эту шкалу. Здесь, видишь, 2 шкалы. И поплавок егошный взял. А там была 1 шкала. Отцепляется она вот здесь. Вот этот коричневый вытаскиваешь. Эту вытаскиваешь. Сюда ее засандалил. Ставим, подключаем, пробуем. Ну так, предварительно. Она еще не прикручена. Накинул шлангички, проводочечки. Включаем зажигание. Вот это я понимаю. Вот это я понимаю. Вот это правильно. Вау. Вау. У нас сабантуй. Вот, видал, по красоте все. Моя сестра что-то делает тут такое. Какую-то куртку напялила, видишь? Красопетка. Так, что я должна сделать? Не снимай, не выкладывай. Меня тут попросили разобрать Стива Гада. Я тут посидел. Единственное, что я понял, что сейчас покажу. Это обычные 16-е, только играется правой рукой в малый барабан. Ну и акценты на 2-4. Еще есть кое-что, чего я не смог сделать. Это открывать хэт на каждую вторую 16-ю в каждой четверти. В общем, слабо мне, официально признаю, что я не все способен разобрать, все, что вы мне скидываете. Теперь мы то же самое играем, только правой рукой в малый барабан. Теперь надо открывать хэт. Я даже просто играя вот так не могу открывать на каждую вторую 16. То есть раз, два, не могу. Я такой дебил, просто. С утра проснулся, так, еду на регистрацию, потом домой быстро жрать и сюда на урок. У меня был в час урок. И что ты думаешь? Я съездил на регистрацию, погнал домой жрать и в сад и разобрал машину, короче. И сижу уже такой, над насосом чахну, и мне звонит Иришка. Не звонит, а пишет. Саша, ты где? Я аж побелел просто, понимаешь? Мне так стало стыдно, просто жесть. Мне так стало стыдно. Я сразу вспомнил, как я много раз, придя на репетицию, просто приходил к закрытой двери, потому что у нас человек, который отвечал за репетиционную, он просто забухивал или что, и не приходил. И мы просто сидели группой, представляешь, под дверью. Час сидели, а потом уходили. Это такая жесть просто. Мне так стыдно, Иришка, прости, пожалуйста. Я совсем все забыл с этим кубом. Я вообще, у меня просто в башке все смешалось. Достал из куба вот такую бесевую приблуду, которая при заводке каждый раз издавала мерзкий звук. Вот. Тут есть кнопочка, так нажимаем, достаем. И тут почему-то была карта Лукойла. Не снимай, не выкладывай. 7 сентября, девчонки и мальчишки.
сегодня я не поеду на дачу, в сад, как кому, я не знаю. Говоришь в сад, все говорят, что за сад, что за вишневый сад? Это же дача. Говоришь на дачу, что за дача, что за дача? Какая дача? Это же сад. Короче, сегодня я никуда не поеду. Я не знаю, на сегодня у меня никаких дел нету. Моя задача засечь, как будет работать датчик. Я взял канистру из гаража, залил туда 5 литров. Буду ездить до тех пор, пока бензин не кончится. И посмотрю, что будет показывать датчик. Я поставил родную шкалу, по которой ходит вот поплавок. Родной поплавок. Я сравнил два насоса, они полностью одинаковые. Я помню, раньше говорил, что как будто это не родной насос. Ничего подобного. Однако ж я не понимаю, почему он неправильно показывал изначально. И как будто бы я сейчас вернулся опять к тем настройкам, которые здесь были. Не понимаю, что мне делать. У меня иногда такое ощущение, что я отупел полностью. Я не понимаю, что происходит. Купил новую лампочку в пепельницу. Попробуем собрать. А вот и он. Так, сначала мы его ставим вот сюда. Так вот. Так вот. Теперь сюда. Вот так вот. Включаем габаритки. Есть. Готово. Это, наверное, уже на следующее лето оставим перекрашивать. Или на весну. Но я буду ее перекрашивать. Мне кажется, в более яркий цвет какой-нибудь. Она какая-то мутная вся, выцвела уже. Не знаю, если найду фоточку старого куба, я там перекрашивал. Очень красиво смотрелось все. В общем, чем я сейчас занимаюсь? Я накинул с другого динамика провода на этот динамик. На левый задний. Ни хрена. Вот я его снял. И сейчас напрямую к магнитоле подключу. Если он заиграет, значит надо тянуть провода. Левый задний динамик включил. И все потухло сразу. Провода левого заднего динамика. Вот они. Плюс-минус. Если сейчас подключу, заиграет. Я не собираюсь искать где-то обрыв, там, где он есть. Просто. Нет. Ничего. Динамику кирдык. Печалька. Так. Я хотел проверить, не спалил ли я вот этот канал как-нибудь. Мне его надо сейчас подключить к какому-то любому другому динамику. Передний какой-нибудь, левый, правый, там, не знаю. Значит, сейчас что делаем? Смело подключаем левый задний динамик вот к этим проводам. И ищем динамик, ставим его на место, и он будет работать.
Жги. Ну, слышу. Того, что ты можешь услышать. Блин, ну, может быть, единственное, что... Попробуй. Андрюха, барабанщик группы Man in Black. Вот. Позвонил, написал мне и сказал, что помоги. Есть, говорит, у тебя же есть прибор настроить для настройки барабана, драмдел. Он меня, кстати, уже его как-то брал. Вот. А я говорю, ну давай я вместе с ним приеду. И вот я приехал вместе с ним на базу. Как, чего-то. Андрюха поменял пласты. Такая база у них в магазине, короче. Такое помещение неплохое, прикольно, прям уютно. Все хорошо звучит. Вот. А я, наверное, сейчас домой попру. Время-то 10-й час, нифига себе. Что вот Андрюха классный барабанщик, кстати. Я его знаю очень давно. Просто мы что-то не общались. Почему? Общаемся мы с ним только тогда, вот, когда нам что-то надо друг от друга. Ну, кстати, через Андрюху раньше заказывал палочки. Все, погнали домой. Иначе тебя люблю. Я уже ненавижу, ненавижу.